Олимп Консалтинг. Итак, друзья, давайте, в общем-то, давайте начнем с обсуждения данной карты. Здесь мы будем говорить о колебательных процессах длиною в 1 месяц. Вы увидите, что произошло с недвижимостью по 4 крупным областным городам-центрам. Но это я уже повторяюсь, так, чтобы было понятно, что мы говорим о недвижимости целого региона. Итак, друзья, показываю, как пользоваться данной картой. Начнем с города Чернигова. Это называется вверху, видим, да? Карта– это легенда карты под каждым городом. То есть показатели, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец апреля 2026 года. Начнем с города Чернигова. Итак, социальное жилье, друзья, мы видим, что $495 за квадратный метр, то есть это достаточно, ну, бюджетное жилье на сегодняшний день, что показало нам за месяц снижение минус 0,40%. Друзья, напомню вам, что весь 2025 год город Чернигов с какого-то перепуга показывал нам динамику роста. И вот спустя ровно год, где-то даже чуть больше, с февраля месяца мы стали наблюдать, как динамика снижения стала присутствовать на рынке жилой недвижимости города Чернигова. Напомню вам, что Черниговская область, я потом более подробно вам расскажу, это приграничная область Российской Федерации и также с Белоруссией. То есть это потенциально опасная область для, так сказать, ну, понимания с точки зрения военных действий, которые могут там произойти. Следующий, друзья, показатель также стоимостной, эконом, комфорт, бизнес-класс, вторичный рынок. Также, друзья, подешевел на 0,32. Вот сейчас недвижимость в городе Чернигове, повторюсь, стала вести себя адекватно. Будем говорить только о процентном соотношении, что происходит. Первичный рынок квартиры эконом-класс показали снижение стоимости на 0,23%. Ну а первичный рынок комфорт бизнес-класс незначительную динамику роста плюс 0,27%. Подытоживая, еще раз повторюсь, город Чернигов с февраля месяца, это февраль, март, апрель, 3 месяца уже показывает динамику снижения практически по всем сегментам. Город Чернигов показываю указкой. Следующий, друзья, город – это город Сумы. Это также прифронтовой город. Активные боевые действия ведутся уже в Сумской области. И вот здесь происходит что-то для меня непонятное. Непонятно с точки зрения той статистики, которую я отслеживаю, скрупулезно собираю. И сейчас мы о ней поговорим. Итак, начнем с того, что население, да, забыл про город Чернигов вам сказать, а вот население в Сумы 264 тысячи – это население довоенное. Сейчас, я так предполагаю, наверное, 150 тысяч там живет, может, чуть больше. Напишите, друзья, кто живет в Сумах, насколько, так сказать, ваши ощущения людей больше, чем до войны, или же меньше сейчас проживает. Итак, количество предложений, которые были зафиксированы мною на рынке жилой недвижимости города Чернигова, напомню, Чернигова Суммы, это у нас первичный, вторичный рынок, это 6540 объектов жилой недвижимости, что показало динамику роста за месяц плюс 2,2%. То есть, понятно, что желающих продать больше, чем желающих купить. Это естественно, прифронтовой город. Переходя к социальному жилью, это стоимостной показатель. Мы видим, что с какого-то перепуга вот здесь рост аж 1%. Друзья, я все могу, так сказать, понять, все могу объяснить, как в том анекдоте, да, объяснить я и сам могу, ты скажи, что на самом деле происходит. Так вот, вот это непонятные какие-то моменты с ростом, причем при этом еще раз, откуда информация? Я собираю данные с крупных интернет-порталов, такие как OLX, Домрия и все остальное, где платные объявления, друзья. Это ключевое слово. То есть хочешь продать квартиру – плати. Закончилась публикация, плати опять. Если ты выставляешь нереальную нерыночную стоимость, то ты просто попадаешь в деньги, так сказать, являешься спонсором
той или иной площадке, которая рекламирует твою недвижимость. Поэтому здесь логика железная с точки зрения экономики. То есть человек никогда не будет ставить завышенную стоимость на свою квартиру, понимая ситуацию, что он живет в городе Сумы. Здесь же мы видим непонятные для меня, но это колебательные, друзья, процессы, на самом деле их аналитики не анализируют. С чем это связано, очень трудно сказать. Ну, напишите мне, может, вы знаете. Итак, социальное жилье выросло на 1%, безумие какое-то, за один месяц. Сравниваем март с апрелем. Эконом-комфорт бизнес-класс также выросла на 1,03%. Безумие тоже. Это вторичный рынок в Сумах, город, который под обстрелами, начинает расти стоимость квадратного метра. Переходя к первичному рынку недвижимости, друзья, мы видим также динамику роста плюс 1,24% квартиры эконом-класса. Ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс показали чуть меньше рост, плюс 0,73%. Напомню вам, что весь 2025 год город Сумы как раз и показывал нам адекватное поведение, ну я имею в виду недвижимость показывала адекватное поведение. И стоимость незначительно, но все-таки снижалась. Что произошло в 2026 году, не знаю. Где-то тоже с февраля месяца вот эта история началась с ростом. Напишите, если кто знает, будет интересно почитать. Итак, переходим к следующему городу. Город Харьков. Город Харьков, это также, напомню вам, прифронтовой город. Активные боевые действия ведутся буквально недалеко от города. Разоружен город Волчанск, ну и так далее, Купянск. В общем, кто живет в этом регионе, очень хорошо знает карту боевых действий. Количество населения, начнем с населения. Население довоенное 1419. Я прошу прощения, 1 миллион 419 тысяч. Это официальная статистика. Сколько сейчас живет? Я предполагаю, что около миллиона, но мне вот харьковчане, кстати, пишут, что людей стало жить больше. То есть, возможно, это люди поприезжали, так сказать, ну уже совсем с прифронтовых, так сказать, этих самых районов. Не знаю. Напишите, кто живет в городе Харькове. Я предполагаю, что все-таки не больше 1 миллиона. Ну, 1 200 000, может быть, максимум. Количество предложений. Также увеличивается количество желающих продать больше, чем желающих купить. Это 37 500 объектов жилой недвижимости на первичном и вторичном рынке было выставлено для продажи. Переходя к стоимостным показателям, социальное жилье, друзья, это вторичный рынок, показало снижение минус 0,34%, что, соответственно, ну, как оно вполне логично ситуации, в которой находится город Харьков. Дальше мы говорим о эконом-комфорт бизнес-классе. Здесь также снижение, это вторичный рынок, на 0,28% за месяц. Ну и переходя к первичному рынку, здесь мы видим продолжающую динамику роста, плюс 0,18%, это квартиры эконом-класса. Первичный рынок комфорт бизнес-класс показали динамику роста, плюс 0,11%. И первичный элитный класс, первичный рынок элитный класс показал динамику незначительного снижения стоимости минус 0,07%. Напомню вам, друзья, еще раз. Весь 2025 год город Харьков показывал динамику роста где-то порядка 6%, там 5, ну с чем-то. Что ну, у меня вызывало, опять же, как оно называется, недоумение, да, что происходит. И вот 2026 год, буквально тоже с февраля или с марта месяца, сейчас точно не помню, но точно знаю, что уже несколько месяцев, 3 месяца это точно, снижается стоимость квадратного метра. Не по всем еще сегментам и не по всем классам, но этот процесс уже пошел, что и должно соответствовать состоянию, так сказать, дел ну, как бы это ни звучало, я не военный эксперт на фронте, то есть чем это внешние факторы, которые очень сильно влияют на хотелки продавцов. Чем ближе фронт, тем что, друзья, меньше, так сказать, желающих купить и больше желающих продать. Я уже это показывал вам вот здесь по цифрам.
Ну и, соответственно, стоимость квадратного метра должна снижаться. Переходим к последнему, друзья, городу, который у нас находится в северо-восточной части Украины, это город Полтава. Посмотрите, если город Чернигов, это граница, прям совсем граница, Белоруссия и Российская Федерация. Суммы, это тоже Российская Федерация, граница на протяжении всей области. Дальше, город Харьков, тоже граница с Российской Федерацией, то есть это реально прифронтовые города. А вот город Полтава, он находится ближе, ну даже визуально вы видите, ближе к центру Украины, то есть здесь более-менее спокойно по отношению, ну в сравнении все познается с городом Харьковом. И мы видим, что здесь стоимость квадратного метра продолжает расти. Как 2025 год был рост стоимости, так и 2026 год уже 4-й месяц. Давайте пройдемся по населению. 284 тысячи, друзья. Я предполагаю, что сейчас порядка 350 живет. Почему? Потому что это город, который находится на миграционных путях. И вот люди, которые бегут с прифронтовых зон, они, в общем-то, останавливаются. Город Полтава, он относительно бюджетный, хотя по стоимости, мы потом будем говорить, он перегнал уже город Харьков, что и закономерно. Впервые за многие-многие года, которые я наблюдаю за рынком недвижимости. Но с учетом того, что он ближе к центру, стоимость, еще раз повторюсь, растет. Итак, население, еще раз напомню вам, 284 это довоенное, сейчас я предполагаю, что порядка 300 тысяч. Кто живет в Полтаве, напишите, будет интересно. Ваши ну, визуальные ощущения, насколько больше или меньше людей на улице, в транспорте и так далее. Количество предложений также желающих продать больше, чем желающих купить. 9700 объектов жилой недвижимости, это первичный и вторичный рынок, было нами зафиксировано мною компанией Олимп Консалтинг на рынке жилой недвижимости города Полтава, что на 2,1% больше, чем в марте месяце. Социальное жилье подорожало на 1,01%, что, собственно, неудивительно, еще раз повторюсь, это вторичный рынок. Также эконом-комфорт бизнес-класс, вторичный рынок подорожал на 0,73%. Ну, а первичный рынок, видим, что и квартиры эконом-класса снизились на 0,46% за месяц. И первичный рынок комфорт бизнес-класс показал нам динамику роста плюс 0,58%. Итого, подводя итоги, мы видим, как ведет себя недвижимость неоднозначно в разных, так сказать, городах одного и того же северо-восточного региона. Давайте перейдем, вот здесь видим у нас уже подытоживающие данные, что произошло за месяц. Апрель сравниваем с мартом в целом по региону. Город Харьков, социальное жилье, на примере социального жилья я сделал эту табличку экселевскую. $588 за квадратный метр, снижение за месяц плюс минус 0,34%, индекс отрицательный 0,997. Город Полтава, вот то, что я говорил, видите, $603 уже дороже стоит, чем город Харьков. И неудивительно, почему, ну я объяснял, повторяться не буду, с чем это связано. Что показало нам динамику роста за месяц? Плюс 1,0%. Индекс положительный, единичка 0,10. Город Чернигов, друзья, это город Чернигов, который в 2025 году показывал динамику роста, в 2026 году с февраля месяца наконец-то стал вести себя, ну, как мне кажется, адекватно. $495 за квадратный метр, минус 0,40% снижения за один месяц стоимости. Индекс отрицательный 0,996. Ну и город Суммы, который с какого-то перепугу стал показывать динамику роста, не знаю. Ну, надеюсь, вы напишите, если кто живет в Суммах и понимает эти процессы лучше, чем, наверное, я. Напишите, будет интересно. $467. То есть самое бюджетное жилье у нас именно в городе Суммы.
И рост за месяц плюс 1,08%. Индекс рынка недвижимости данного жилья положительный, единичка, запятая 0,11. Ну и подводя итоги, в целом по региону среднее арифметическое число 538, что показало динамику роста плюс 0,33% за месяц. Индекс положительный, единичка, запятая 0,0.